Уважаемые друзья, дамы и господа, приветствую в столице России, в Москве, участников и гостей второго международного форума «Открытый диалог». Его география охватывает без преувеличения всю планету. В конкурсе эссе, творческих работ приняли участие эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Австралию, Северную и Южную Америку. Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея сформировать общее понимание будущего. Будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений. События последних лет показывают, все элементы глобального роста, от экономики и финансов до технологий и демографии, необратимо меняются. Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста странам глобального юга. Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах. Могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение. Конечно, очевидно, ни одна страна не может развиваться в одиночку за счет других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа объединенных усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения. Будет учитывать интересы всех стран. Форум «Открытый диалог» – это вклад в формирование такой модели. Это пространство профессионального общения, без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными. Это площадка, где интересные, перспективные идеи начинают свой путь к воплощению в жизнь. Экспертное обсуждение форума охватывает 4 стратегических направления. Это инвестиции в технологическое развитие, в торговлю и логистику, связанность стран и народов, в улучшение среды для жизни. И, конечно, это вложение в человека, в укрепление демографии и системы образования, в модернизацию рынков труда. Отмечу, что выводы по итогам ваших дискуссий, как и в прошлом году, будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне, будут учтены в его деловой программе. При этом еще раз подчеркну, ключевая, центральная тема открытого диалога – это потребности людей в новом меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор. Уверен, проведение открытого диалога поможет найти эффективные решения многих таких задач, послужит обеспечению устойчивого, долгосрочного экономического роста и повышению качества жизни людей во всем мире. В мире, где будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов. Желаю вам интересных, содержательных дискуссий и результативной работы.